Сегодня мы поговорим о волокне Corning. А почему, собственно говоря, Corning? Почему в тендерной документации многие операторы связи пишут именно Corning, на самый крайний случай Fujikura? За более чем 20-летнюю работу в телекоммуникации я не встречал, чтобы прописывалось какое-то другое волокно. Сейчас в мире на слуху с десяток производителей оптического волокна. Китайцы, японцы, индусы, европейцы и один российский производитель. Это серьезные и значимые компании. Но когда ты говоришь Corning, все удовлетворенно кивают головой. Мол, ничего так, годится. Как iPhone, но в мире оптического волокна. Вот вроде все телефоны одинаковые, у всех превосходные характеристики, и все-таки iPhone есть iPhone. А Corning есть Corning. Некий эталон качества и престижности. Но что за этим, черт побери, стоит? Это ведь не хайп года, это тенденция нескольких десятилетий. Да все просто. Начнем с того, что именно Corning изобрел оптическое волокно. В 1970 году Роберт Мауэр, Дональд Кек и Питер Шульц явили миру оптическое волокно. А после 13 лет боролись с твердолобыми консерваторами для того, чтобы лучшее пришло в настоящее. Но сейчас не об этом. Корнингу принадлежит несколько мировых рекордов затухания в оптическом волокне. Но и это сейчас не главное. Так в чем же дело? Большинство сетей строится на всем известном стандарте G652D. Окей. Данный стандарт говорит о том, что затухание в волокне на длине волны 15-50 нанометров должно быть не более 0,22 дБ на километр. Принято. Тут приходит к вам один из производителей оптического волокна и говорит: у меня среднее затухание 0,2-0,19. Это хорошо? Да, конечно, хорошо, это же меньше, чем говорит стандарт. Ну а если вам говорят 0,185, это уже гроссмейстерский уровень. А после я открываю спецификацию волокна Corning, где написано не выше 0,18. Это не среднее значение, это максимально возможное. Не километр, не 100 и не 1000, а все волокно не выше 0,18. Способность десятилетиями производить серийно лучшее волокно отвечает на все вопросы сразу. Сейчас некоторые компании также заявляют 0,18. И даже реально в половине случаев это так и будет. В половине. А что со второй половиной? Ну, вы понимаете. Стабильность – вот признак мастерства. А теперь скажите, какую вы будете использовать веревку для белья? Правильно, вы пожимаете плечами и говорите: да какая разница, любую. А теперь ответьте, какую веревку вы используете для страховки, от которой будет зависеть ваша жизнь. Тоже правильно, лучшую, самую качественную, желательно с самыми высокими характеристиками прочности, с предоставлением сертификатов и протоколов измерений. С волокном на самом деле все то же самое. Какое волокно вы положите стандартному абоненту? Да без разницы, ведь все волокно удовлетворяет стандарту, а значит оно неплохое. А какое волокно вы положите между городами? Ага, вот мы и услышали правильный ответ. Самое лучшее, ведь в нем сотни гигов трафика, сотен тысяч абонентов. А любой крупный уважающий себя оператор связи знает, что по-хорошему нельзя в одном месте ложить лучшее волокно, а в другом какое придется. И дело даже не в том, что плохая карма, а в том, что никто на складах не будет отбирать зерна от плевел, и никто во время монтажа и тем более ремонта с этим также разбираться не будет, а значит волокно так себе может попасть на магистраль. Вот в сущности и все. И хочется развеять еще один миф. Лучшее – это не всегда самое дорогое. Иногда сделать плохо обходится реально дороже. Если вы откроете маленькое производство в странах СНГ, оно будет дороже, чем у мирового гиганта. Но китайский производитель почти всегда будет дешевле. Но если будет стоять выбор и будет финансовая возможность, то будете ли вы покупать китайский продукт? Верно, не будете. Так что лучшее не всегда самое дорогое. Надеюсь, это было просто, понятно и интересно. В следующем видео мы устроим противостояние самонеса и кабелей на трассу. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть и услышать. Подписывайтесь на канал, здесь будет много интересного. Ну и не забывайте о лайках, если понравилось. Всем хорошего настроения и до скорого.